Если хочется смотреть картинку не на мониторе микроскопа, то, по идее, можно передать ее на обычный монитор через идущий в комплекте кабель HDMI. Но то ли от того, что этот кабель слишком простой, а у моего монитора нестандартное разрешение 1200 по вертикали, то ли по другой причине мне не удалось через HDMI. Но зато можно по USB. Чтобы связать их по USB, надо вынуть из монитора микроскопа USB от блока питания и вставить USB кабель, идущий к компьютеру. Он в комплекте прилагается. Так. Вот говорит: здрасте, как будем использовать? Давай как камеру. Ну что там? Так, давай как PC камеру. Надо перезапустить OBS Studio. И сразу все получается. Вот. У меня сейчас стоит штангенциркуль. На нем выставлены 2,3 мм. Сейчас выставлено максимальное увеличение. То есть вот этот вот настройка резкости повернута максимально вправо. При этом увеличение максимальное. И видно, что объектив А имеет минимальное поле зрения 2,3 мм. Вот там на нониусной шкале внизу эти 0,3. Так. Давайте посмотрим другие объективы. Вот. Эти объективы требуют подсветки снизу, а не сбоку. Поэтому подсветку я убираю. А смотреть будем экран телефона. До конца винтики завинчивать, по-моему, не обязательно. Там упор никакой роли не играет. И кроме того, все равно будет болтаться вот так вот. Так, ну, объектив Б. Минимальная дистанция объектива Б, как на нем написано, 7 миллиметров. Так, это какая-то царапина на дисплее. Вот OLED светодиоды. Это минимальное поле зрения объектива Б. А сколько это в миллиметрах?
узнаем вот как. Здесь у микроскопа есть нониусная шкала, которая позволяет до 10-й доли миллиметра определять положение. Засечем какой-то размер и будем сдвигать эту шкалу и узнаем, как соответствует этот размер в миллиметрах. Вот я выставил красные светодиоды по левой границе экрана, и мне сейчас шкала показывает, ну, какой-то вот произвольный размер получился 31,2 миллиметра. Теперь, двигая ручку, буду считать количество раз, два, вот этих вот точек. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я буду крутить до 100, так что видео пока на паузу поставлю. 96, 97, 98, 99, 100. Что показывает шкала? Сорок два и 8. 42 и 8. Разница между 42 и 8 и 31 и 2 11,6 миллиметра. Делим это на 100 вот таких вот участков. Получаем, что вот это отсюда до сюда 116 микрометров. Теперь смотрим, сколько раз это укладывается по длине экрана. Раз, два, три, 4, 5, 6. И еще где-то вот здесь будет 6,5. Вот тут 6,5. И еще где-то 0,2. То есть 6,7. Умножаем 116 на 6,7. Получается, красивое число, 777. Значит, поле зрения объектива B 0,77 миллиметра где-то, 0,78. То же самое можно сделать с объективами, с другими объективами, но уже не надо считать, потому что мы знаем вот это расстояние, да? 116 или 115, в другой раз я мерил, получилось 115. На другом телефоне другое значение. Вот объектив С. Смотрим, сколько здесь поместилось этих же размеров. Раз, два, 3 и, наверное, 1/10. Умножаем на 116. $360. Так. А что касается объектива вот этого последнего, самого сильного, объектива М, мне пришлось
его мерить на том телефоне, которым я снимаю видео, потому что здесь толщина стекла не позволяет приблизить объектив. Вот я вплотную подвел, объектив подпружиненный, ему ничего не будет от того, что я его задел. Линза там немножечко заглублена. Вот что у меня получилось с объективом М. Это, кстати, другой телефон, это Samsung S10, а вот Samsung S10e, ну, с другим объективом. Видно, что зеленые пиксели, зеленые светодиоды, вернее, другой формы. Так, а каков итог? Вот минимальное поле зрения разных объективов. Соответственно, самое большое увеличение у того, где самое маленькое поле зрения. И, кстати, бывает вопрос, спрашивают, а какое увеличение у этого микроскопа? Так это, оно зависит от того, на какой монитор вывести. Если вывести вот на этот монитор, то это будет увеличение примерно 1080. Я, кажется, так посчитал. Ах, да, есть еще объектив L. А почему я его не померил? Не померил его увеличение? Ну, просто потому, что, мне кажется, я не буду его применять. Его главная функция – это не увеличение, а расстояние. Этот объектив, позволяющий работать с большого расстояния, хотя он тоже неплохо приближает. Ну, а я микроскоп не для пайки купил. А, кстати, ведь есть еще не только объектив L. Есть еще эндоскоп. Эндоскоп и крепление к нему. Я в нем, наверное, расскажу про него в другом видео. Эндоскоп – это практически тоже микроскоп, увеличение почти как у объектива А. Вот здесь регулируется резкость, и он резкость дает от 2,5, от поля зрения 2,5 миллиметра, это почти вплотную к объективу, до бесконечности.